Привет всем хорошим людям. Друзья, сегодня будет необычное видео. Я хочу вам показать обзор недели, что происходило в Германии. Меня подтолкнула к этому совершенно такая случайность. Знаете, я 3 дня назад перевел для вас очень неприятное видео из Германии и хотел показать. Такой поток был новостей большой. Трамп, Китай, учения ядерные. Я про него забыл, честно, вылетело. Позавчера под одним из обзоров вечерних новостей у меня было такое огромное количество комментариев, а я же их все читаю. Там от хороших людей, лозунг моего канала, кто подписан, знает, хороших людей больше. Было: Саня, привет из Германии, Саня, тебя смотрит Германия, привет из Берлина, привет из Гамбурга. Прям удивился я, так много. Я был, наверное, в футболке, где перечень топ-городов, кто на меня подписан и кто из зрителей. Говорят, почему нет наших германских городов. Германия у меня в общих просмотрах на 6-м месте. Я думаю, не буду я вам одно видео ставить, разберусь для себя. Что происходит в Германии по отношению к Украине, к войне, ко всем последним событиям, последним заявлениям. И, в общем, я начал изучать последнюю неделю немецкие новости, выступления ихней альтернативы для Германии, заявления Кремля, как реагируют на это немцы. Особенно, что ядерные учения Беларуси, России. И знаете, в какой-то момент у меня появилось такое прям сильное ощущение, что я уже смотрю не новости, а я смотрю настоящую, большую, спецоперацию я это называю. Это реально так и есть. По захвату Германии страхом. Вот смотрите внимательно, как они это делают. 12 мая просто массово ТАСС, РИА Новости, Russia Today, все пророссийские немецкие паблики, телеграм-каналы выходят на немецком, и прямо вой стоит: ядерка, Эскандеры, Беларусь, Лукашенко, оружие возмездия, Европа в опасности, Россия к этому готова. Причем, знаете, что меня там убивало? Так спокойно пишут: оружие возмездия. Вы понимаете, что это вообще? Это термин, который придумал Геббельс. Нацисты так называли свои ракеты, по-моему, Фау-1, Фау-2 в 1944 году. Оружие возмездия. 80 лет прошло. Министр обороны Беларуси спокойно выходит и, как Геббельс говорит. И всем это нормально. Все делается для того, чтобы сидел обычный немецкий бюргер. Не знаю, там утром, кофе, чай, новости. А на него просто со всех сторон на немецком языке: бойся. Бойся. Бойся, Россия большая, Россия огромная. Россия ядерная. Украина нас всех погубит. Пожалуйста, не лезьте туда. Сделайте все. Проголосуйте за тех, кто против поддержки Украины. Притом это же не случайный псих из интернета. Работает официальная государственная машина, централизованное управление. И дальше, знаете, как вот по щелчку выходит вот эта АФД, альтернатива для Германии. И тут реально становится тревожно, потому что это же уже не просто партия. Это такой политический инструмент страха. Вот смотрите. Вот то видео, которое я вам не показал. Мы и я лично считаем ведение войны со стороны Украины высоким риском для политики безопасности, в том числе и для Федеративной Республики Германия. Как сказал сегодня утром в своем подкасте Weltwatch Daily Роже Кёпель, действительно невозможно постоянно, раз за разом, без остановки, тыкать большому, сильному и опасному медведю в глаз раскаленным железом, как это происходит, например, при атаках дронов, направленных вглубь территории России. И при этом, несмотря ни на что, ожидать, что в ответ ничего не произойдет, что не будет никакой реакции. Медведь рано или поздно замахнется лапой. И политика в отношении Украины подвергла нас повышенному риску безопасности. И поэтому важно, чтобы мы, как альтернатива для Германии, как только придем к власти, сделали ставку на политику баланса, на здравомыслие в вопросах безопасности и не подвергали себя ненужному риску. Вы слышали, что говорит этот лидер АФД? Нельзя раздражать Россию. Пусть она бьет по Украине. Украина не должна отвечать. И там же потом у них идут в новостях: надо разоружаться. Надо дружить с Россией, надо забыть про Украину. Это ее вотчина.
Потому что нас разбомбят ядеркой. Вы, говорит, правильно боитесь. Мы должны сдаться. Мы должны с ними дружить. Надо переговоры провести. Это же открытая работа на Кремль. Просто открытая. И самое печальное, друзья, когда я это все смотрю и читаю дальше новости, что это работает. 29% уже голосуют за них. Каждый третий. Страна, которая 80 лет рассказывала «никогда снова», сейчас все больше и больше начинает голосовать за партию, которая фактически им рассказывает: Россия сильнее, сопротивление бесполезно, давайте с ними договариваться. У меня вопрос к подписчикам из Германии. Друзья, может, я преувеличиваю? Что у вас происходит, честно? Как вы это чувствуете внутри? Может, я себя напрасно накручиваю, может, мне из Киева это кажется страшнее, но у меня ощущение, что Кремль абсолютно спокойно может скоро кричать «Германия наш». Причем без танков. Через страх, через популизм, через усталость общества. Потому что дальше ж начинается сюрреализм. Они вот это накачивают по датам. 16 мая выходит официальный представитель Путина Кирилл Дмитриев и уже на немецком пишет: АфД – это надежда для Германии. Русские пишут на немецком. Вы понимаете? Они же вообще уже не скрываются. Это вообще без масок, без всяких намеков. Официальный человек Путина, приближенный лично к его семье, в открытую поддерживает немецкую политическую партию. И абсолютно никто не орет. Подождите, это вообще нормально? Я читал, честно, я офигевал. Потому что это уже выглядит, как будто Россия просто зашла свободно в немецкую политику, тупо через парадный вход. Да, мне попадались адекватные люди. Попадался там вот, есть у них военный, я так понимаю, какой-то профессор Мазала. Вот я вам покажу его кусочек позавчерашнего видео, специально для вас перевел. Это все только что было сказано на панели? А кто-то должен посредничать для европейцев. Это был бы серьезный аспект этого вопроса. А? Потому что всегда говорили, да, почему мы это оставляем зятю и приятелю по гольфу, Трампа, которые, очевидно, либо не могут, либо не хотят действовать в интересах европейцев. Интересно, что на самом деле значат слова Путина о готовности к переговорам с европейцами. Хочет ли он запустить второй процесс, параллельный переговорам с американцами? В этом мало смысла, потому что тогда мы снова оказываемся в ситуации, которую Путин любит использовать, когда он стравливает европейцев с американцами друг против друга. Да. Поэтому единственным разумным решением было бы предоставить европейцам равное место в усилиях американцев, которые в настоящее время весьма ограничены по поиску решения. Но похоже, что и это была позиция России до сих пор, что русские на самом деле не хотели видеть европейцев в таком формате. И я считаю, что два параллельных формата скорее усложняют ситуацию, чем помогают. В итоге это только дымовая завеса. Боюсь, что да. Я бы сейчас не стал исключать, что, так сказать, мы действительно, было предложение со стороны Путина, но если рассматривать все в контексте, то, думаю, это скорее дымовая завеса. Дело ведь еще и в том, что если европейцы сейчас начнут вести переговоры с русскими, то одним из ключевых элементов будут гарантии безопасности для Украины. И европейцы уже дают понять, что, так сказать, не готовы делать что-либо, если американцы это не поддержат. Так что и здесь было бы логично объединить эти переговоры. И все же, очевидно, на фронте что-то происходит. Во всяком случае. Кстати, это ж важная мысль. Путин пытается свести разговор отдельно с Америкой, отдельно с Европой. Его вообще любимая игра «разделяй и властвуй». Одним рассказываю одно, другим другое. Всех я должен поссорить, всех должен столкнуть. И пока Европа спорит, пока она боится, Россия штампует дроны. Он там еще в этом эфире, на передаче, я так понимаю, типа похоже на Шустера, назовем «Свобода слова». Он говорит: по-моему, очень смешно. Вы нам все политики рассказываете, что к 29 году вы готовы. Да вы вообще не готовы. Это все популизм. Россия с Китаем получает столько комплектующих, штампуют дроны, организовывают массовость производства, скорость. Китай заваливает их компонентами. А вы вообще ничего не делаете. Россия масштабируется, вы даже не понимаете, что после ядерного оружия дроны – это второе главное оружие.
А вы, говорит, продолжаете обсуждать, переживать, проводить форумы, спорить, заниматься каким-то популизмом. А вот такие партии, как АФД, добивают эту ситуацию еще сильнее. Они не готовят общество к сопротивлению, они не готовят ее к справедливости. Они просто нагоняют на нее страха. Потому что страх, мы же знаем, это главное оружие Кремля. Самое тяжелое во всей этой истории, я там смотрел еще, у них завирусилось, всю неделю обсуждают новую книгу этого профессора. Я вам покажу из нее отрывок. Она начинается с того, что вы сейчас, в принципе, все увидите. Вот они ее, слава богу, обсуждают всю неделю. Там идеальный итог. А что будет делать Европа? Если Россия победит. И начинается она с очень конкретного сценария. Действие происходит в будущем, 27 марта 2028 года, когда российские войска вторгаются в крупнейший город Эстонии с населением 57 тысяч человек, а также захватывают малонаселенный эстонский остров. Расскажите нам подробнее о сценарии, который вы описываете в книге. Почему вы решили его написать? И почему вы выбрали именно эту страну и такую последовательность событий для своего мысленного эксперимента? Хорошо. Я должен начать с причины, по которой я написал этот сценарий. И это уходит корнями в лето 2024 года. Летом 2024 года почти каждая военная разведка в Европе опубликовала свою оценку, что к 2029 году у России может появиться армия, достаточно большая и сильная, чтобы напасть на страну-члена НАТО. И затем, конечно, в Европе началась дискуссия, отчасти также в США, но в основном здесь, в Европе, где критики выдвинули два аргумента. Первый был таким: почему Россия должна быть настолько глупой, чтобы напасть на НАТО? Ведь НАТО намного превосходит ее. И по своим военным возможностям НАТО превосходит Россию. А второй аргумент был таким: посмотрите на российские войска в Украине. У них так много трудностей. Как можно думать, что даже российская политическая и военная элита может считать, что у них есть реальные шансы в борьбе с НАТО? Вот такой была дискуссия летом 2024 года. И тогда я подумал, может быть, это не совсем правильный способ рассуждать о том, как Россия может напасть на страну НАТО. Ведь какова цель России? А цель России на самом деле — уничтожить НАТО и добиться того, чтобы США вывели свои войска из Европы. Потому что тогда, как считает российская политическая и военная элита, они снова смогут доминировать на части европейского континента, политически и экономически. И это навело меня на мысль. Действительно ли для достижения этой цели необходимо нападать? Полномасштабное вторжение в страну НАТО, то есть 6 танковых дивизий, прорывающихся через белорусско-польскую границу с целью захватить Варшаву. И я подумал, нет, в этом нет необходимости. Я имею в виду, что русским достаточно просто поставить НАТО на испытание и посмотреть, готово ли НАТО применить статью 5. И лучшее, что они могут сделать, это, скажем, совершить некое небольшое вторжение на территорию НАТО. И тогда я начал анализировать, где, по сути, у НАТО есть уязвимые места, и это возвращает нас ко Второй мировой войне, когда Черчилль искал уязвимые места у нацистов, и он нашел такое место на Сицилии. Вот почему они вошли через Сицилию, чтобы, по сути, освободить остальную Европу. И если посмотреть на карту и на разные страны НАТО, то можно найти несколько уязвимых мест. Есть, например, остров, принадлежащий Норвегии, Шпицберген, где находятся небольшие российские поселения. Есть Готланд, это шведский остров, но также есть несколько, точнее 4 города. 2 в Норвегии, 1 в Эстонии и 1 в Литве, которые расположены близко к российской границе, где проживает русскоязычное меньшинство, а некоторые люди до сих пор являются гражданами России. И такие города с русскоязычным меньшинством или даже с гражданами России, или людьми с двойным гражданством, одно из которых российское, обычно предоставляют России идеальный повод для вторжения. Это то, что мы видели в Донбассе в 2014 году, потому что тогда Россия могла утверждать, что права их меньшинств ущемляются в соответствующих странах, и что им необходимо что-то предпринять для защиты своих меньшинств за рубежом. Итак,
у вас есть Нарва в Эстонии, есть другой город в Литве, и я выбираю Нарву в качестве примера. Иногда люди думают, что этот сценарий — это прогноз, и что я говорю, будто они войдут в Нарву. Но суть не в этом. Нарва — это просто иллюстрация того, что мы знаем о действиях России. Это могло бы произойти и в этих двух норвежских городах, где есть русскоязычное меньшинство, или в Литве, но я просто выбираю Нарву, по сути, как пример того, как русские могли бы рассматривать возможность испытать НАТО. Это базовый сценарий. И затем, конечно, я имею в виду, что русские бы разыграли этот сценарий. Я не хочу раскрывать слишком много, потому что все же хочу, чтобы люди прочитали книгу. А потом русские, по сути, обошли бы страны НАТО, и особенно Соединенные Штаты, и сказали бы: вы действительно готовы рискнуть крупным обычным столкновением, которое всегда включает ядерный аспект, ради освобождения этого крошечного места в Эстонии? И это поставит НАТО перед испытанием, потому что тогда НАТО придется принимать решение, будут ли они применять статью 5 и пытаться всеми возможными средствами освободить этот оккупированный Россией город, или же некоторые страны НАТО решат, что это того не стоит, воспользуемся фразой, известной нам с Первой мировой войны, что не стоит умирать за Нарву. И по сути это и есть сценарий. Говорит Масала, что самое страшное, там еще час этого видео, если хотите, я вам и продолжение поперевожу, там есть что обсудить. Он говорит, самое опасное не сама Россия, а страх перед Россией. И когда я смотрел эти все выступления АФД, они же там до безумия доходят, говорит, Бундестагу надо срочно разоружаться, прекратить производить оружие, нам этого ничего не надо, нельзя злить медведя, не злите Москву, разоружайтесь, Германия, разоружайся, Украина вас всех погубит, ядерный пепел в Берлине. Ты начинаешь понимать, что спецоперация идет не против Украины, а спецоперация у них идеально проходит против мозга Европы. И это, если честно, намного страшнее. Я не знаю, как вам этот формат. Если вам понравилось, напишите в комментариях. Можете случайно подписаться даже. По вашим комментариям я пойму, интересно это или нет. Что у меня идея после такого шока, что я испытал, сделать отдельно обзор такой на Британию, отдельно на Францию, отдельно на Соединенные Штаты, разобрать топ-5 медиа крупных, издательств, телевизора и топ-5 политических блогеров. И вот так вот раз в неделю по каждой стране подводить такой легкий итог, чтобы понимать, а что там происходит. И получать обратную связь от подписчиков с этих стран. Надо с этой спецоперацией бороться совместно. Я с вами, скорее всего, прощаюсь до вечера, потому что главный выпуск, надеюсь, у меня будут силы, вечером выйдет, и мы поговорим Китай, Пуй, ну и куча разных видео вы мне набросали, которыми надо с вами поделиться, сделать такую видеосолянку. Самое главное, Украине тихой ночи, всем нашим героям выжить. Поэтому до скорой встречи.